Я не могу быть официально таким, типа, Не будет. чё, пообщаемся? Так, еще раз, можно вопросик, пожалуйста? А я все равно ничего не понял. Пуську хочу! Пуська! Лер, я понимаю, самое сложное. Я очень трудный ребенок. Да я не знаю, что у нас все хуй. Ну там запикайте, ничего страшного. Ты стримишь, комментируешь, анализируешь, а ко всему прочему успеваешь играть заменой в Нави. Как удается все совмещать? Не устаешь? Так, а чего уставать? Больше ничего нет, в принципе. Мне очень нравятся игры, я обожаю играть. Мне работа позволяет, у меня есть работа, и она позволяет мне проводить время вообще, по сути, как хочу, поскольку, я мастер своего дела. Поделись своими впечатлениями от выступлений в составе «Рожденных побеждать». Праки норм, проходят хорошо, то есть не положительно, но и не отрицательно как-то. Все время есть, конечно, неприятные моменты, и просто при обычных играх, не только с Нави, очень неприятно чувствовать какой-то негатив, который возникает из-за каких-то проигрышей или еще что-то. Это нормально, ничего страшного. Все мы люди, все мы проявляем эмоции какие-то. А вообще, по поводу сыгранности и синергии с остальными членами команды, все отлично, все замечательно. Как тебя приняли в коллективе? Легко ли было достичь взаимопонимания? Мне с другими игроками было достичь взаимопонимания. С одной стороны легко в плане совместной сыгранности, а с другой стороны темп. То есть ребята, Дрейнис, пока молодой, и Бах, они настолько быстро реагируют на какие-то определенные вещи, причем реагируют это за несколько секунд до команды молодого, что я стою позади всех, и только после команды молодого начинаю что-то делать. Потому что я такой игрок, я не могу принимать инициативу на себя, в принципе. То есть есть команда, есть четкая задача, я ее выполняю. Было сложно ухватить темп, ребят. Нормально, все отлично, все замечательно. Дрениса он уже очень давно знаю. С пока молодым мы тоже просто знакомы, и с Бахом разыгрывали какие-то рофл-турики всякие. Все уже друг друга знали, по сути. Как бы ты описал атмосферу в команде Натус Винсеры? Я бы не сказал, что там что-то рофлы и все такое. Не, ребятки по-серьезки играют. Не просто по-серьезки, а именно очень по-серьезки. С разбором всех игр и все фигни. Но, конечно, все чаще всего сводится к тому, что ты понял, в чем проблема, да, но иногда рассматриваем конкретно какие-то проблемы и вопросы. Когда сыграли на праках, что-то не то сделали, может, ротация не та была, можно было по СВ проехать. Это уже мелочи чисто. Нормально. Играть можно. За последний месяц тебе представился ряд возможностей узнать наших ребят поближе. Как бы ты охарактеризовал каждого из них? Дренис няша, и Бах хейтер, а молодой самый спокойный чел галактики. Вадим в роли капитана. Какой он? Комфортно ли тебе играть под его началом? Есть два капитана, самые крутые, самые мощные в СНГ. Это Мумино и пока молодой. И самое главное отличие капитана, самое главное, что должен делать капитан, не тильтовать. Тильтует капитан, тильтуют все. Играют спокойно, размеренно. И максимальный тильт, который выдавал пока молодой, это, ребят, это было как-то плохо. Это максимум, что выдавал молодой. То есть никакого дискомфорта в принципе не было, все четко, ясно говорит, что делать. Как проходила командная подготовка к квалификациям PGI? Вам удалось потренироваться вместе? Праков было супер много, очень много праков играли. Каждый день что-то по 2 группы разыгрывали даже праков, то есть там 5 по 5. И тоже на пабе играли. Просто стрелять, тоже важно, просто паблик игры. Многие, кстати, киберспортивные команды этим пренебрегают, не играют на пабе. Мы такие уже все из себя короли. Мы не играем на пабе, только праки. Нет, надо играть в паб. Нужно стрелять в людей, не выкобениваться и показывать результаты даже на пабе. Как бы ты оценил формат и длительность отборочной стадии? Оптимальны ли они? Отборочная стадия вообще не без проблем. Хоть там 600 игр можно сыграть, ты дома сидишь играешь. Лично у меня комфорт такой, что если я играю дома, хоть 600 игр, мне вообще по барабану. Но если играет Солан или еще что-то, я считаю, мой лимит игр 30 за дня 4-5. У меня очень хорошая, так сказать, кибервыносливость, да. То есть я могу за компом просидеть очень долго и ни на что, в принципе, не отвлекаться, но одно дело играть дома, а другое дело играть на лане.
С точки зрения игрока и комментатора, скажи, 20 команд на карте – комфортные условия для соревновательного PUBG? Есть ли принципиальные отличия между матчами на 16 и 20 команд? Есть, конечно. Когда меньше команд, значит больше спотов для того, чтобы пролутать спокойно. Самое оптимальное, как по мне, это 16 команд. Типа 16 команд это вообще самое отлично, все замечательно. Все могут спокойно стартануть. Минимум ход дропов будет, как на Мирамаре, так и на Эрангеле. 20 же команд, ну, плюс 4 коллектива, но это уже перебор на самом деле. Типа вообще самый потолок это 18 коллективов. 16 оптималочка вообще. Ниже не то чтобы хуже, да, все равно в конечном итоге все встретятся. Ты ожидал серьезной борьбы в закрытых отборочных PGI? По твоему мнению, действительно ли группы А и Б были равны? Группа А и Б не были равны, и какое-то сопротивление не ожидал. Потому что я уверен в своих тиммейтах и уверен в себе. Какие сквады ты бы выделил из общей массы СНГ команд по итогу именно этого отборочного этапа? Есть ли те, кто удивил тебя своим уровнем подготовки? Но в уровне подготовки меня удивили Юник, потому что я не думал, что ребята настолько быстро смогут собраться, даже несмотря на поддержку со стороны очень влиятельного человека, который им постоянно помогает шмотками и девайсами, и вообще всем на свете. К чему не притронься, ВВС всегда помогает. Понаблюдав за противниками, можешь предположить, кто составит Natus Vincere достойную конкуренцию в Минске? Почему отдашь предпочтение именно этим командам? Юник, Авангар. Они очень хорошо умеют играть. И из Юник, и из АВГ. Из АВГ ребята я знаю уже очень давно. Отлично отыгрывают. У них все в порядке и с позиционкой, и с стрельбой, и с спотами, и с пушем, и совсем на свете. У них все хорошо. Ну, если это учитывать СНГ, да, то есть. Теперь ты не только посмотрел на Нави с позиции аналитика, но и узнал состав изнутри. Поделись мыслями о том, в чем заключаются его главные преимущества над оппонентами. Пока молодой, это самое главное преимущество. Настолько грамотного и четкого колера, типа Мумино только рядом с ним как-то там по уровню капитанства, остальные, типа, нет. Молодой — это главное наше преимущество. А что не всегда удается команде? Дыма кидать. Там такой прок был, боже, мы могли ебать всех. Я задымил все, и ничего не было видно. Ну, у меня 5 дымов. Молодой говорит, кинь дым против 160. Ну, и кинул, вообще нас не видно было. Просто никого не видно. Ни нас, ни врагов. Нормально. Увидим ли мы в вашем исполнении какие-то новые наработки на грядущем лан-финале? Наработки? Это к молодому. Я точно не в курсе никаких наработок. Мне дают команду, мне дают колы, и я делаю безошибочно, стараюсь. Вы уже прибыли в пункт назначения. Как первые впечатления от Минска? Обалденный город, очень просторный. Расстояние между домами очень большое. Чувствуется, что комфорт пространства города такое очень большое, обширное. Это прикольно. Ты нередко говоришь о том, что разработчики не уделяют должного внимания игре. На твой взгляд, какие изменения необходимы, чтобы привлечь в PUBG широкую аудиторию? Что лично ты хочешь увидеть в новых патчах? Ну, прежде всего, PUBG нужен хороший неткод. Что под хорошим неткодом я подразумеваю? Это обновление серверов и клиента 60 Гц, хотя бы 30 стабильных. Но эта картина уже выявлена на тестовых серверах, она хорошо наблюдается, там все отлично с сетевой производительностью. Оптимизацию они тоже потихонечку что-то подкручивают, но бывает не туда подкручивают. Ничего страшного, фиксят буквально за несколько дней. От себя же, что я хотел увидеть в игре больше, это контента, то есть, чтобы как в Early Access было. В Early Access каждый месяц какая-то новая пушка заходит. И причем это не какой-то пистолетик там, а именно хорошая новая пушка, которую можно использовать как мейн. Там, допустим, когда Вектор выходил на 3-й или на 4-й месяц, это была просто бомба. Лучшая пушка для ближнего боя. Просто можно было от бедра зайти в любой дом и расстрелять всех абсолютно. Сейчас, естественно, все они пытаются чуть-чуть убалансить, но нужно все равно вернуться к этой тенденции, что каждый месяц новый контент. Просто пушку добавить. Ё-моё, ну типа это скин, это звуки и какие-то свои циферки, у которых нет у других пушек. Все, это как бы на словах это элементарно. Хочу пушку. Пуську хочу. Пуська. Еще один интересный момент – наличие возможности играть в режиме от третьего лица. Насколько оно вообще востребовано?
Но среди домохозяек отлично востребовано. А насчет серьезной какой-то игры только от первого лица, поскольку поддерживается честная драка, битва, когда обе стороны должны высовывать свое лицо, чтобы посмотреть, где находится оппонент, или же прочекать. Риск должен быть даже в оборонительной стадии. А от третьего лица ты ложишься на крышу какую-нибудь и все увидишь. Ну, типа, оборонять раз в 600 легче, чем атаковать. Потому что обороняющий прекрасно видит, что делает атакующий, атакующий не видит ничего. Конкуренция на рынке игр жанра Battle Royale стремительно растет. Что можешь сказать о самых ярких представителях, например, Fortnite или набирающем популярность Realm Royale? Realm Royale поиграют, месяц забьют, Fortnite. Но это очень спорная тема, поскольку Epic Games, которые делают Fortnite, они уже офигеть как давно делают игры, прекрасно понимают, как их поддерживать, прекрасно понимают, что хочет аудитория. И с точки зрения киберспорта Fortnite такое себе, ну типа не особо интересное зрелище в плане того, что, ну это, конечно, моя предвзятость, мое имхо может быть, но мультяшная графика, типа вот эти постройки, это как-то не особо интересно, тем более это очень глупо будет выглядеть в складах, типа встречаются две тимки, настроили там какой-то там своего и чего, и что, типа как это смотреть? Я не знаю, как это смотреть, это невозможно смотреть. Другое же дело, когда там в PUBG все уже узаконено, ничего нельзя редактировать, там только как-то машины поставить, да, там, чтобы использовать их как активное укрытие, там еще что-то. Все решает именно знание карты, знание лоу-граундов, хай-граундов, построек, компоновки построек, а не то, что ты там построил себе какую-то церковь, не знаю, цитадель, и в ней зашкерился, и сидишь отстреливаешься. Ну, типа, я считаю, что в PUBG значительно больше скилла требуется, и поэтому вот PUBG живет лучше в плане киберспорта. Если на это смотреть с другой стороны, да, как просто игра. Не все же люди играют в игры, чтобы прям трейхардить, задротить. Большинство людей приходят просто отдохнуть, потратить время свободное, выпустить пар, еще что-то. Вот такие игры, как Realm Royale и Fortnite, отлично для этого подходят, но точно не PUBG. В PUBG еще очень много проблем, которые нужно решать. Они связаны не только с оптимизацией, неткодом и прочим, а просто с багами, когда ты там едешь спокойно на машине, тебя взорвало. Ну, по-разному оно бывает. Так что вот. Насколько вообще королевская битва по формату подходит для киберспортивной индустрии? Никак абсолютно. В плане игр она никак не подходит, это тупо шоу, тупо зрелище. Но опять же таки вот этот весь рандом, да, вокруг вот Battle Royale можно повернуть в свою сторону и можно его правильно использовать. Если ты опять же таки знаешь карту, знаешь, как люди играют, ты знаешь своего оппонента, что он будет делать, что он не будет делать, и этим пользоваться. То есть это настолько комплексная вещь вообще, вот, поведение игроков в Battle Royale, плюс еще местность, в которой будет происходить вся драка, настолько комплексная проблема вот этого всего, что ну, это даже за минут за 15-20 не рассказать. Что бы ты хотел сказать своим фанатам? Кушайте побольше. Все.